Эвакуация из Белгородской области, пожар на АЭС и Лукашенко меняет законы. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Не только Курск. Вооруженные силы могут зайти оттуда дальше, в другую область. Россия вынуждена перекидывать силы с фронта. Операция ВСУ в Курской области позволила украинским войскам хотя бы временно перехватить инициативу. США отправляют атомную субмарину и еще одну авианосную группу в район конфликта. Иран будет продолжать большой войной, это надо понимать. YouTube в России теряет смысл своего существования. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. И не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать, а это тоже важно. Поехали. Из Краснояружского района Белгородской области объявлена эвакуация, как объясняют местные власти, из-за активности вооруженных сил Украины. Правда, куда будут эвакуировать жителей и как надолго, губернатор не уточняет. У нас тревожное утро, активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой. Но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места. На месте находятся мои заместители, советники, начальники управления и руководство администрации. Процесс согласования и вывоза людей сейчас идет на местах. Транспорт мы уже направили. Все, я уверен, пройдет организованно. Самое главное, чтобы спокойно, без паники, под руководством ответственных лиц. В российских пабликах тем временем описываются прогнозы, по которым ВСУ с территории Курской области заходят в тыл обороны россиян в Белгородской области. Такие выводы делаются на основе информации от местных жителей населенного пункта Гирии, которые сообщают о появлении украинской военной техники там. Интересно, как вы относитесь к такой идее, если действительно вооруженные силы подключат местное население и объединят две области в одну народную республику? Давайте придумаем ей название. Пишите свои мысли в комментарии к этому видео. Операция в Курской области позволила силам обороны Украины перехватить инициативу на других участках фронта. Правда, реакция Кремля может заключаться в дополнительной мобилизации и, во всяком случае, перераспределении усилий по всей линии фронта. К тому же, заставит рассматривать северо-восточную границу с Украиной как активную линию фронта. Операция ВСУ в Курской области позволила украинским войскам хотя бы временно перехватить инициативу на поле боя на одном участке фронта и противостоять российской инициативе на всей территории военных действий. То есть или Россия будет перекидывать свои подразделения и дальше в Курскую область, ослабляя другие направления, или будет подтягивать резервы из еще не задействованных подразделений. Поговорили о перераспределении российских войск и о том, как будут развиваться события дальше, с военным экспертом Сергеем Грабским. Противник пытается создать группировку войск на этом направлении. Кстати, это очень интересное наблюдение, связанное с тем, что противник, оказывается, не имел плана по стратегической обороне этих областей. И в связи с этим получается так, что сейчас они импровизируют. Импровизация заключается в том, что они перебрасывают подразделения с менее активных участков фронта, логично, с Харьковского направления, как наиболее приближенного к зоне проведения операции, с Купинского направления и даже с Херсонского направления. При этом противник не трогает абсолютно ресурсы направлений, на которых ведутся активные боевые действия, в частности Донецкой области, которая включает в себя и Торецк, и Покровск, и Часов-Яр. Поэтому мы говорим о частичном воздействии на эту зону с нашей стороны, но пока мы не говорим о том, что противник всю мощь своей армии бросает на это направление. Просто банально из-за того, что у него нет такой возможности. И то, что они называют переброской батальона, по сути своей выглядит как переброска усиленной роты. В российских эфирах продолжают сокрушаться и заодно подсказывать силам вторжения, как лучше дойти до Москвы. Отвлекусь опять на
Я с этого Льгова до Льгова ездил и обратно. Я приехал туда, в городе как таковой паники нет, это неправда. Люди, конечно, взволнованы. Будешь тут. Да. Особенно если почитать там все, что пишут СМИ. Да. Да мало того, у нас же грохочет, слышно. Но я туда приехал и обратно, причем с оружием. Меня никто нигде не остановил. Вот он, линия фронта, я спокойно приехал, прошел по городу, забрал там стариков, посадил в машину, уехал обратно. Тут никого нету, до Москвы дошел никого. Вчера еду с Нижнего Новгорода, подъезжаю к дому, палкой машут. Как у вас дела? Да. Нормально дела. Вот туда бы всех, честно говоря. Но, слава богу, ввели режим КТО. Причем по режиму КТО старший начальник – это начальник ФСБ местного. Вспомним нашу практику, наконец-то, блокпостов, как это было в Чечне, проверок, проходов, всего остального. Надо перекрыть, изолировать зону боевых действий. Потому что под видом беженцев, уезжалок. Вот сейчас садись любой там на наши машины с российскими номерами и езжай спокойно до Москвы. Захватывай любой торговый центр, театр, что хочешь делай. Свободная дорога. Камеры есть. Камеры что вычислят? Ну это ж правда. Я в конце своего выступления, оно может быть эмоциональное, хочу, чтобы у нас на каждом уровне и везде начали наши руководители принимать решения. Уметь отвечать за каждое свое сказанное слово. Не бояться ставить свою подпись под документом и четко формулировать те задачи нерасплывчатые, которые подчиненные должны выполнить. Вот когда мы вот этого добьемся, тогда мы победим. На Запорожской АЭС оккупанты ночью зафиксировали пожар, обвиняя, конечно, вооруженные силы Украины в обстреле станции. Коллаборант и так называемый губернатор Евгений Балицкий писал, что пожар возник якобы в охладительной системе. Так называемый пресс-секретарь станции заявила, что градирни, башни, которые используют для охлаждения атмосферным воздухом воды на станции, выгорели, но обрушения не будет. Но жители Никополя, который находится через Днепр от станции, заметили только черный дым с той стороны. Глава Никопольской областной военной администрации Евгений Евтушенко говорит, что для создания паники и провокаций россияне просто подожгли шины под градирнями. Но наутро в Днепропетровской областной военной администрации отчитались о том, что пожар ликвидирован. Правда, АЭС работала и продолжает работу в штатном режиме. Лукашенко хочет обеспечить безопасность себе и своей семье. Он предложил дополнить Уголовный кодекс статьей, которая предусматривала бы ответственность за насилие или угрозы насилия в отношении президента Беларуси, которым он себя считает. Наказываться такие люди и такие нарушения будут ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. Издание «Зеркало» пишет, что Уголовный кодекс Беларуси предлагается дополнить тем же самым текстом еще и в части статьи об оскорблении президента, расширить круг лиц, на которых распространяется действие закона. В список тех, кто попадает под защиту этого закона, предлагают включить еще и, цитирую, прекративших исполнение своих полномочий в связи с истечением срока пребывания в должности, либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности президента Республики Беларусь и членов его семьи. Конец цитаты. Соединенные Штаты отправляют атомную подводную лодку «Джорджия», а также ускоряют переброску авианосца «Абрахам Линкольн». Решение министра обороны США было опубликовано на сайте Пентагона после разговора с его израильским коллегой. Министр Остин подтвердил обязательство США принять все возможные меры для защиты Израиля и отметил усиление позиций и возможностей американских вооруженных сил на всем Ближнем Востоке в свете эскалации региональной напряженности. Подкрепляя это обязательство, министр Остин приказал авианосной ударной группе «Авраам Линкольн», оснащенной истребителями F-35C, ускорить переброску в зону ответственности Центрального командования в дополнение к авианосцу «Теодор Рузвельт». Я напомню, Иран уже более 2 недель угрожает Израилю отплатой за ликвидацию политического лидера Хамас в Тегеране. Значит ли такое перемещение американских военно-морских сил, что сейчас угроза становится более реальной?
Иран действительно готовится к большой войне в регионе. Мы спросили об этом у военного эксперта Сергея Грабского. Иран будет продолжать большой войной, это надо понимать. И, в общем-то, перемещение таких ресурсов и таких сил и средств, как атомная подводная лодка и авианосец, нужно понимать, что авианосец сам по себе не перебрасывается, перебрасывается ударная авианосная группа. Свидетельствует о том, что Америка в ходе переговоров решила все-таки продемонстрировать более решительные действия и готовность к таким действиям, перебрасывая свои ударные силы и средства в это направление. Ну и плюс давайте не забывать, что все-таки присутствие усиленной группировки американских войск на Ближнем Востоке, оно в том числе направлено на стабилизацию ситуации и обеспечение безопасности мореходства в этом регионе. Поэтому это один из элементов той игры, которая сейчас ведется, которая имеет место в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном. Ну, это только маленькая верхушка айсберга того, что мы с вами видим. Израиль постоянно готовится, он усиливает свою готовность, он нацеливает свои ракеты на важнейшие иранские объекты. Поэтому напряжение присутствует, но говорить о том, что там нарушен какой-то баланс и война неизбежна, пока не стоит. Издание Axios к тому же пишет, что Иран готовится к масштабной атаке, но никто не уточняет, когда именно. YouTube в России не просто постепенно блокируется властями, но и теряет смысл в принципе. Дело в том, что пользователи, авторы контента получают письма о блокировке монетизации их аккаунтов навсегда. Ранее блогеры могли получать доход с зарубежных показов, теперь и этого не будет. Дональд Трамп не просто возвращается в Твиттер или в соцсеть X, но и проведет там прямой эфир с собственником сети Илоном Маском. Интересно то, что Маск поддержал предвыборную кампанию Трампа, который в свою очередь выступает за отмену мандатов на электромобили и уменьшение субсидий в эту отрасль. Мне остается добавить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам снимать новые видео, поэтому не останавливайтесь на достигнутом. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали, все это тоже очень важно. Ну а на этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.